Всем привет! Это опять мы, я и Виталий Сергеевич. Опять хотим поймать тунца. Уже видели один котел, бросили прям хорошо в него, но тунец что-то опять не захотел. Только раннее утро. Тише, 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 все, стоп, 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 стоп. Ух, вот он, сидит, 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 сидит. Все, сошел. Нет, не сошел, сидит. Сидит, на меня бежал просто. Слушай, как трясется, как-то странно. Ну вот опять Виталий Сергеевич вывез Бориса Вадимовича на рыбалку. А я сразу говорил, давай меня за руль. Че, он маленький, что ли? Так близко? Маленький, давай. Малявка. Слушай, не такой уж и маленький. Нормас. Он не маленький такой. Ну, подожди, пока он слишком еще на бодряках. Чересчур. Ох, издалека мы его увидели. Ух! По-моему, прям было именно как в кине. Он в нужную точку, Но... только крови не видно. Да. Давай еще раз. Видно, все-таки промазал. Так. Клиент, по-моему, все, полностью созрел. Сейчас, подожди, сейчас чуть-чуть. Мои поздравления. Ача! Я сегодня опять соттера. Давай, подними. Не, пускай этот. Так. Так. Не получается. Так. Да ты бы докинул! Уберите голову. Вон он. Ох, хорошо. Прям перекинул. Отлично. Слушай, и все. Да уж. Вон вдалеке котлище огромный. Огромный котлище, котлит, как черт знает кто. Давай сразу удочку. Заводись. Поехали. Вот это котел! Мужики уже в него бросают. О, а он не прекращается. Он не тонет. И у них, по-моему, уже рыба попалась. По-моему, уже рыба на крючке. Или нет? Все, тормозись. Да ну нет, кидай. Какой хороший котлище-то был, а? Вон он, давай. Пригнулся. Ох ты. Не хочет совершенно. Вон он. Где? Вон. Снова. Вот там всплеснулся. Ну, сейчас Слава на него наедет, скорее всего. Нет, не наехал. А, не, наехал на другого. Давай. Ух ты как. Зачем ты в другую сторону? Через него. Ноль. Ну-ка. Ноль эмоций. Ну-ка. И чё, все? Ты через рыбу протащил приманку. И лег, зараза, утонул.
Ох, какой хороший котелок. Ох, какой хороший котелок. Но насколько все бесполезно, черт. Ох, хорошо, далеко пульнул. О, вон вдалеке, смотри как. А, я еще и травы нацеплял. Стой, стой! О, прямо возле лодки, вот он. Ё-моё. Если сейчас не Бля, ты что положил, ну? Слушай, он кого-то испугался приманки. Я точнёхонько во всплеске положил. Удочка внизу кидай. Ох ты, ох ты. Господи, не поймешь, куда кидать. Он вокруг везде. Опа-на! Опа! Сидит! Красавчик! Ха-ха-ха! На попе разрядил! О! Это что происходит? На тебя побежит. О, слушай, ну сильный. По-моему, я кого-то хорошего. Да. Это не какая-то ерунда там. Либо за хвост. Так, вот так это, разминающий массаж. Или знаешь, как этот тренеру боксеру там. Давай, Валера, бей его, давай, вон, сливай его, сливай. Так, ну что ты же минуты за 3-4 с ним справился, получается. А по размеру вроде точности как мой. Я еще не справился. Вроде. Надо немножечко расстегнуть. Хорошо, хорош. Хорош. Смотри, как тыкнул. Хорош. Это было очень хорошо. Почему поймал ты, а руки трясутся у меня? Почему поймал ты, а адреналин у меня? Если учесть, что это был, наверное, 18 или 20 бросок, то, блин. Это называется заслужил. Главное, не сними силовой. Все. Все, давай. Ящик готов, можно сразу в ящик. Давай. Фух. Ну вот и закончился наш тунцовый день. Мы уже на берегу. Вот в термобоксе 2 тунца. Мой внизу 14 килограмм, Виталий вверху 17 килограмм. Кабаняки. Всем привет. Это опять я. Опять море, опять тунцовая рыбалка. Тут дело в том, у меня такая была неприятная вещь. Двигатель мой кончился. Больше 10 лет мне служил. Навернулась головка блока. Ну ладно. У нас есть так или иначе между собойчик тунцеловов. То есть ты этих людей видишь на воде каждый раз, когда выходишь за тунцом. Я вот имел счастье пожаловаться им, что у меня теперь нет лодки и мотора. Чудесный человек Вероника позвала меня в свою лодку капитаном. Первый котел, первый заброс. Ввалила. Вероника, сколько у тебя выездов за тунцом пустых? 6-7. 6 или 7 выездов-то? Так 6 или 7? 6 или 7, не могу сказать, сбилась со счету. Тунчик хороший. Ну, в районе 16-17 килограмм, я его так оцениваю. Как ощущения-то? Вообще кайфовый. Мы только вышли, мы, грубо говоря, ну вот там 20-25 минут на рыбалке. А теперь нам уже идти сейчас опять назад к машине и вот эту вот тушу там потрошить. Ладно, поехали. Вероника, Да. ты же запекла каких-то пирожков? Да.
Мне кажется, что я заслужил. Ты очень заслужил. Я, во-первых, Веронику первым же забросом вывез на котел. А как только мы... Большое спасибо. А как только мы разобрались с тунцом Вероники, то есть минут за 10, тут же рядом второй котел, тут же я валю второго тунца. Правда, Вероника кидала первая, но у нее почему-то не клюнул. Тут же я валю тунца, а тунец, он котлит. Продолжается. Вот тунчик подошел. По размеру, ну, как тунец Вероники, почти один в один. Вы знаете, как будто их там копируют под водой. Хотя, на самом деле, конечно же, просто одногодки. Вместе плавали, вместе питались. Поэтому и одинаковые размеры. Так. Так. Закровил хорошо. Попал в жабры. Все. Все. Все, сидит. Сидит. Ну что, поймался? Да, душку скинь, я сейчас тебе просто дам приманку. Фух. А вот и мой тунец в лодке. Сейчас маленькая фотосессия. Потом разделаем. И теперь уж ну точно на берег. Мы после первого хотели на берег идти, но увидели котел. Теперь однозначно на берег. Ах, мимо, 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 мимо. Мимо, мимо, не торопись, не торопись. Они в сторону твоей приманки все плывут. Они скоро у тебя там все будут. Ох, как прыгают. А вот я попал чуть-чуть более-менее. Уже получше попал. Ну тоже. Никто на меня внимания не обратил. Давай, бросай, я пригнулся. Ох, чуть-чуть сзади. Сзади. Так, да, подожди, надо в этих попробовать. Или... черт с ними. Черт с ними. Садись, садись. Так. Чека на место. Так. Ох, нормально закинул. На нас плывут. На нас, на нас. Да. Я вроде нормально кинул. Жрать не стал. Я вижу. Может, сейчас закруглит на нас. Ну, как раз нет, закругляет, закругляет. И кто-то даже прыгает в нашу сторону чуть-чуть. Так. Да, кругом нас обходят. 0 реакции на приманку. Слушай, точно обходят кругом. Не уходите так быстро, не успеваю вымотать, ребятки, ребятки. Слишком быстро плывете. Ух ты, как кинул далеко. Но недолет. Укус? Куснул? Слушай, ну так хорошо сейчас булькал. Вот он. Ох ты! Вот-то! Поклевка, сход. Хорошо хватанул. Опять гнался, гнался, гонится. Вижу. Нет, все, перестал гнаться. Перестал гнаться. Класс. Офигеть. 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 Нет, вон они. О! О! Давай. Как скачут-то, как скачут. Вот это котел. За твоим попером. Так, я быстро выматываю. Черт, у меня тоже сел.
Сошел? Точно сошел? А мой вроде не сошел. Вроде не сошел. Фу. Я думаю, если это не крупный, можешь кидать, если увидишь. Потому что, если небольшой, сейчас идет легко. Я думаю, я разберусь легко. О, анчоус вокруг. Слушай, ну шикарный котлище. С такого нельзя было не взять. Он просто жрал как полоумный. Все в чешуе от рыбы, видишь? Все везде вода. Вода вся в чешуе. Рома взял? Нас 4 уже, я 3, Нифига себе вы чемпионы. Мы уже 2 в холодильник отвезли. в этом пятаке крутится. Ну, как сюда пришли, так с утра тут укусим. А мы отвезли Давай, уже, давай, сделали, давай. в морозилку положили. Гарпун дай. Не, зачем? Так. Держи. Вероник, на чего тебя взял? Мария или Рась? А сейчас поп-квин. Ну, верный признак того, что тунец уже потерял достаточно крови и осоловел, то, что он держится башкой кверху и хвостом прям иногда прям резко вниз, и при этом даже немножко тонет. Это значит, он уже дозрел, и скоро можно будет его брать. Так. Ну все. Вероник, подержи удочку, пожалуйста. Так, сейчас я его... Так. Ну да, клиент уже... Да, клиент дозрел. Вот так вот. Так, сейчас пассатишками вынуть ему. Да, вот он почему так сопротивлялся, он это... Да, подхватил жабрами. Стик, кстати, от российского мастера Александра Чадина. Из Ярославля, по-моему, или... Прошу прощения у Александра, если не знаю, с какого он города. Так что не только японцы делают уловистые приманки на тунца, но и наши. Давай, сливайся. Ну-ка. Какая цыпа. Он больше, чем Какая цыпа. Нет, он примерно такой же, Вероник. Мы примерно стандартных ловим. Ай, кровища потекла, да. Вон он справа, справа. О, хорошо положила. Давай. Давай. Есть! Сидит. Отлично. Так, я сразу чехлюсь. Огонь. Огонь. Так, что-то... А, все, сидит, все нормально. Все нормально. Котенок мой! Слушай, он совсем близко выскочил что-то. Да, вот он. Так. Ну, кому как, а мне кажется, что клиент дозрел. Что клиент готов. Так. Вот, а ты говорила, что сойдет. Сейчас смотри, как крючок в мясистой части. Так. Давай. О. А мы только увидели Виталю, нашего тоже тунцелова, и он только поймал на поп-квин. Вероника тут же одела поп-квин и тут же поймала. Так что распространение информации тоже очень важно. Подожди. Вот. Вот, все правильно было.
Так, что-то он плюнул клевать. Пошел папирок. Никто не... Знаешь, вот этот поппер так мощно бахает, что мне иногда кажется, что это его кто-то атакует. Такой прям лютый пузырь он поднимает. Тихо, тихо! Опять ушел вправо. Кидай. Он правее ушел. То, что ушел, я понимаю, я просто его... А вот. Мне всегда нужен визуал. Так, вот там! Атака с прыжком! Это было зрелище! Атака с прыжком. Маленький тунец прям аж выскочил. Ах ты ж. Все, можешь кидать, если увидишь. Я не думаю, что этот прям будет сильно сопротивляться. Все, сошел. Сошел. Вот это кайф. Вот это поклевка. Так, все. Так, поехали. Ох, хорошо котлят. Ой, у мужиков тоже там вдалеке котлят. А у них прям вообще лютейший котел. Так, ну-ка. Прям мне в поппер забросили. Да. Что у ребят поппер, что мой поппер. Жрать никто не всхотел. Влево ушел. Ох ты, хорошо попал прям перед носом. О, сейчас сожрет. Есть, Сожрал. есть. Сожрал. Ну это было прям очевидно, что сейчас сожрет. Прям хорошо Вероника положила. Прям вот. А рыба-то продолжает котлить. Ты куда, мой хороший? А давай уже быстрее с ним решай. Он такой же мелкий, как и предыдущие. Сегодня, кстати, весь день рыба, ну вот как на подбор, 15 килограмм плюс-минус 2-3 килограмма. И вот мы сегодня видели на воде лодок 20, наверное, все с рыбой. И у всех рыба вот, ну, как по стандарту, как под линейку. Поэтому я уже не знаю, что Вероника поймала, но я... вот все, я вижу, это такой же. Так, ну-ка, копье. Пациент готов. Ну, пациент же готов. Что ж ты начинаешь-то сразу? Нормально. Так. Что-то поп-квин сегодня это. С другой стороны, если бы девушка не одела бы квин, было бы странно. То есть, это же не кинг, а квин. То есть, все правильно. Держи, принимай. Все. Ну что же. Опа! Мои поздравления. Очередной тунчик в лодке. Ну что же, время рубрики «Говорящие руки». Сейчас вот эту вот тушку надо будет разделать. Как видите, уже удалена голова. Голова это вкусно, она морозится отдельно. С ней разберемся. Хвост это по большей части отход. То есть там уже мясо такое барахловое. Но выкидывать тоже не хотелось, поэтому я хвосты от тунцов засолил, буду вялить, посмотрим, что получится. А пока нужно заняться этой тушкой. Сначала обтереть. Вот видите, вот что получается. Это не какая-то грязь, по которой я его там извлекал. Способов разделки несколько. Я вот для себя уже как-то выработал такой, как мне кажется, самый простой способ. Хотя, возможно, с годами как-нибудь прокачаюсь, что-нибудь еще интересненькое в этом плане подчеркну. Но пока так. Я его разрезаю вдоль по боковой линии, упирая кончик ножа в хребет.
Потом, соответственно, по средней линии, то есть в стороне от спинного плавника, прорезаю также, упирая нож в хребет. Вот, получился вот такой вот прекрасный разруб. Сами видите, здесь мясо разного цвета. Это нормально, потому что это, ну, для говядины, допустим, это будет похоже больше на гематому. А в данном случае нет, просто вот у тунца мясо разных цветов. Где-то вот оно прям почти черное, где-то вот такое вот розовое, а где-то ближе к белому. Вот еще один отруб, брюшная часть. На кусочки порублю уже чуть позже. Пока важно разделать всего тунца. Теперь, когда его осталась вот такая вот половинка, то есть пока у него хребет показался только одной частью, но еще надежно зафиксирован на второй половинке, самое время ложкой счистить с него мясо. Для этого берется самая обыкновенная чайная ложка. И вот так вот, как попало, можно вот так вот вдоль ребер счищать, можно просто вот так вот шпарить. Все равно это мясо соберется у вас очень легко, потому что оно, ну, почти не прилипает к ребрам. Это мясо можно пустить на сашими, можно на котлеты. Просто в сашими оно смотрится не особенно красиво, поскольку, ну, какие-то непонятные лоскуты. Хребет очищен. Тарелку с мясом чуть-чуть в стороночку. Она еще нам пригодится при очистке второй половины хребта. Теперь пора взяться за плавники. Сначала отрезается анальный плавник. От плавников особого толку нету, мяса на них мало, поэтому для меня это уже прям отход-отход. Следом за анальным срезается спинной. Хребет подрезан со стороны костей, но не подрезан со стороны позвоночника, потому что от позвоночника в толщу мяса тоже идут такие, ну, может даже не кости, а такие тяжи, скорее, больше похожие на сухожилия они. Поэтому это подрубается отдельно.
Вот так вот ловко снялся хребетик. С него таким же макаром снимаем мясо сверху. Продолжаем разделку. Теперь разрез будет уже не слепым, потому что уже видно срединные кости. Если то мы разрезали, скажем так, не глядя, то это уже по ориентирам. Ориентир, вот он, можно нащупать пальцем. Это как раз те кости, которые идут от позвоночника в бок. Поэтому вот так вот вдоль этих костей, их можно почувствовать даже ножом. Хотя они такие довольно мягкие, ближе к хрящам. Вот так вот все прорезается насквозь до шкуры. Далее, со второй части отруба, я эти кости все-таки сниму. Дело в том, что там тоже вполне себе нормальное мясо, и я его ем. Но теперь у меня тунца, скажем так, немножко многовато, поэтому я уже стараюсь отрезать то, что кажется, ну, хотя бы немножко лишним. Ну и, кстати, на своих видео японцы чаще всего эту часть вырезают. Должна получиться вот такая вот полоска мяса с костями. То есть здесь сквозь всю толщу мяса проходят вот такие вот длинные косточки. Это все тоже в помойку. И вот мы имеем 4 отруба, каждый из которых я порежу на небольшие порционные куски и заморожу. То есть как раз вот, например, кусок вот такого размера, это сашими на 2-3 персон. Вот так и режем. Вот здесь видно, что темное мясо, вот здесь видно, что мясо розовое, а здесь уже ближе к брюху видно, что мясо жирнее. Поэтому чем дальше мы пойдем вот к этой части, тем жирнее будет мясо. Соответственно, и ценность кусков по вкусу тоже будет выше. Когда я подхожу вот к этой части, возле жаберной крышки, здесь я ее не режу вот так вот вдоль, а здесь я ее режу вот таким макаром. Таким образом получаем вот такую квинтэссенцию, ну, из самых вкусных частей. Она, к сожалению, правда, маленькая, и у этого тунца, поскольку он мал, то есть ему там года 3, наверное, она недостаточно жирная. Так что будет вкусно, но не так вкусно, как было у моего предыдущего тунца, которому было лет 6, наверное, и он успел ее нагулять очень вкусно. Ну и самая приятная часть готовки – это когда готовит жена, а не я. Я люблю готовить, но роллы у нее получаются определенно лучше. Обычно там в роллы все кладут, ну, там, какой-то там сыр Филадельфия, там, икру летучей рыбы, еще там всякое авокадо. Наше семейное мнение, что чем проще, тем лучше. Обычно вот в роллы с тунцом кладется огурец, но вот сейчас вот огурца не оказалось, положили салат. Салат наш местный, сахалинский. Получаются вот такие вот роллитики. Готовка готовкой, а когда нужно порезать роллы, традиционно зовут меня. У меня это получается лучше.
Первые кусочки по традиции детям. Ну а дальше уже и самому не грех попробовать. Просто и вкусно. Всем до свидания. Пока-пока. Ну и в завершении коротенечко о снастях. Удочка была Major Craft Crosstreach 86 Хиромаса до 100 грамм. Я дам ссылку на каталог Major Craft. Единственное, не могу точечно дать ссылку на эту удочку, потому что она там просто списком дана внизу. Просто проскрольте и найдите нужную. Катушка была вот такая вот. Это китайская катушка Ikuda Havok 3. То есть до этого у меня была Ikuda Havok 2. Вот сейчас купил третью. 2 у меня было в размере 4500. Эту взял 5000. Тунцов, которые все в этом ролике, она вытаскивала просто на ура. То есть она для них достаточно сильная. Но вот в прошлом ролике тунец где-то под 35 килограмм. Она с ним уже не очень-то исправлялась. То есть для него она объективно слабоватая. Плетенка Power Phantom номер 4. Если вы поставите пятерку, ну, конечно, оно будет у вас чуть прочнее, но лететь сразу станет хуже, парусить сразу станет сильнее. Можете хоть 8-ю плетенку поставить, но просто всему должна быть разумная достаточность. 4-й плетенки хватает ловить кого угодно. Теперь дальше. Шок-лидер. Это шок-лидер из нейлона. Разрывная нагрузка у него 60 либров. Вот тот на 35 был пойман на шок-лидер с разрывной нагрузкой 60 либров. У нас обычно народ любит взять себе там 120 либров, но я как бы не особенно понимаю нужность всего этого. И если вы такой же криворукий, как и я, и не можете себе связать красивый вот такой узел соединения плетенки и шок-лидера, там так называемый FG-нот, либо PR-нот, ну там их очень много, то вы сможете вязать это как я. На шок-лидере, вот он виден, вяжется узелок, ну обычный просто бабий узел так называемый. И на него, когда он затянут, уже навязывается плетенка обычным узлом клинч. Ну, допустим, если вы сахалинец и вы вяжете снасти на зубаря, то крючок, который с лопаточкой, привязывается к леске, как правило, узлом клинч. То есть здесь вы тоже довольно быстро разберетесь. Вот такая конструкция, она, конечно, плохо проходит в кольца удочки, но тем не менее проходит. Длина шок-лидера в таком случае не получится большой, то есть максимум около метра, наверное. Но поверьте, вам этого хватит. Я вот так ловлю спокойно своих тунцов. Вяжу вот такой вот доморощенный и по-дрянному выглядящий узел. И все у меня хорошо. Теперь по приманкам. Стик от ярославского мастера Александра Чадина. Один сход, одна поимка. Это плавающий стик весом около 80 грамм, ростом около 160 миллиметров. Дуоров Trail Malice 150S, ну то бишь тонущий. Вес я не помню. На него самая первая поимка, потом бросал, клевать на него не хотела. Так, теперь вот такой вот Shimano Osha Bomb Deep 170F. Вот видите, у него внутри вот постоянно колебается пластинка. Вот это вот называется Flash Boost. Весом 72 грамма. Ну, вы по видео видели, как он бухает в воде. То есть, такой мощный плевок дает. Ну, и видели все на него поклевку. Мне понравилось. Видео именно на этот стик нет поимки. Есть поимка на его ближайшую родню. Это Maria Rerice S130. А вот там была Maria Rerice SS130. S это просто синкин тонущий. Вот этот весом 70 грамм. А там был SS, то есть slow sinking, медленно тонущий. Он весом 55 грамм. Вот что его, что вот этот 70-граммовый, что 55-граммовый настоятельно рекомендую к покупке.
Он маленький, очень компактный, летит как пуля. Штатные тройники не меняйте, они хорошие, тунца вполне себе спокойно держат. Приманка ловчая у всех, даже у новичков, поэтому смело. У Вероники клевала вот на, правда, расцветка была другая, ну вот на такой воблер. Это Мария Поп Квин, у нее был F160. Поп Квин довольно старая модель. Мария производит Поп Квин, там, по-моему, лет 10 уже. То есть приманка уже чрезвычайно проверенная временем. Вот на эту приманку видео не клевало. Но вот прошлое видео с трофейным тунцом было вот именно на эту. Это мой любимчик. Duo Rough Trail Amasa 148S, то есть тонущий. Он вот для тонущего стика довольно пузат, довольно объемист. И, скажу так, не сильно-то он и тонет. Так, чуть-чуть. И вяло-вяло покачиваясь, вот так вот погружается. И когда меня спрашивают про цвет приманки, я вам говорю, ну просто посмотрите на эту приманку. На ней уже и цвета-то не осталось. Но тунец спокойно жрет. Поэтому больше внимания уделяйте технике броска и поиску котлов. А все остальное прикупится. Ну и наверняка будут вопросы вот по этой штуке. Я, к сожалению, не знаю, где сейчас ее купить. Я брал лет 10 назад в Сингапуре. Называется The Fish Grip, то есть держатель рыбы. Я так понимаю, американский какой-то, либо американская просто компания. От прочих выгодно отличается тем, что пластик у него такой, знаете, эластичный, что ли. То есть я вот с ним минимально боюсь, что у меня вот этот лип-грип просто лопнет. Потому что пластик от зубов проминается, от сильной рыбы тоже прогибается. То есть какую-никакую, а вот уверенность он дарит. Рекомендую. Вот этому вот реально десяток лет и до сих пор бодрячком.